Появление этого магнитофона – настоящая детективная история, ведь сопровождалась она скандалами между различными ведомствами и предприятиями. Лет 15 назад мне довелось поработать несколько месяцев в Омске, в частности, в Омском областном историко-краеведческом музее. И вот что удалось тогда выяснить. Дело в том, что в 1971 году в Омске и Киеве начали одновременное производство магнитофонов под маркой «Юпитер», и оба получили индекс 201. Чтобы избежать путаницы, на магнитофонах, выпускавшихся в Омске, изменили индекс на 1201, а на киевских просто писали стерео. В это же время вступал в действие новый ГОСТ, согласно которому в названии модели радиоаппаратуры должен был указываться класс качества. В результате омский магнитофон перешел в 3-й класс, а киевский остался во 2-м. В Омске быстрыми темпами немного модернизировали эту первую модель, присвоив название «Юпитер 301». В журнале «Радио» даже успела мелькнуть его реклама. Однако отстоять за собой марку «Юпитер» завод не смог, так как Киев тогда был, можно сказать, главнейшей кузницей по выпуску магнитофонов, и многие его разработки использовались в том числе и на омских магнитофонах. В итоге, чтобы избежать путаницы с двумя одинаковыми моделями, в Омске магнитофоны переименовали и назвали тоже в честь планеты Солнечной системы, только теперь 6-й – Сатурном. При этом логотип завода остался прежним в виде стилизованной буквы «Ю». И вот с начала 1973 года из цехов завода вышла первая выстраданная модель «Сатурн-301». Теперь, как и следовало из названия, это был магнитофон 3-го класса с таким же лентопротяжным механизмом УПМ-34, как и в Юпитерах и в Маяках, но в отличие от последних, завод почему-то уперся рогом и вместо 19-й скорости, обеспечивающей отличное качество звучания, ввел в магнитофон помимо стандартной 9-й диктофонную 4-ю. К магнитофону прикладывались в комплекте вот такие оригинальные 15-е катушки с заводским логотипом и лентой 44026B. Внутренний торец верхней крышки изготовлен волнами, чтобы можно было закрыть магнитофон, не снимая этих катушек. Еще одним отличием этой модели от предыдущей стало введение 4-дорожечной системы записи и воспроизведения. Теперь продолжительность звучания одной катушки на 9-й скорости увеличилась со 130 минут до 260, это почти 4,5 часа, а на 4-й вообще 8 часов 40 минут. Можно было использовать и 18-е катушки, в этом случае время звучания увеличивалось еще больше, но с ними крышкой магнитофон уже не закроешь. В магнитофоне применен широкополосный динамик 2GD22 с народным названием «Селедка» из-за необычной формы и габаритов. На большей скорости диапазон воспроизводимых частот составлял 63-12,5 тысяч Гц. На меньшей 63-6300 Гц. Нельзя применять огнетушители химические, пенные, для тушения загораний в электроустановках, находящихся под напряжением. Усилитель, впрочем, как и вообще весь магнитофон, собран на германиевых транзисторах. Два конечных типа P601AI. Номинальная мощность звука составляет всего 1,5 Вт, поэтому полностью возможности магнитофона открываются лишь при использовании внешнего усилителя. Несомненным плюсом его лентопротяжного механизма можно отметить использование всего одного пасека. Вместо пасека подмотки использован резиновый ролик. Однако есть и минус. Работа этого ролика прекрасно слышна, как небольшое поскрипывание резины. За годы выпуска с 1973 по 1977 он претерпел несколько незначительных изменений внешнего вида. Например, у аппаратов первого года выпуска крышка блока головок закрывалась металлической накладкой с двух сторон. В последующем она оставалась только сверху. Также ранние магнитофоны имели другую ручку для переноски.
и отделку под дерево решеткой перед динамиком. Название аппарата было на металлической накладке на его крышке. У последних образцов оно сползло на решетку динамика. Выше я уже упомянул о том, что работал в музее Омска. Так вот, с завода еще в 70-е годы в экспозицию музея был передан магнитофон «Сатурн». Когда я там работал, я предложил сотрудникам его восстановить, но каково же было мое удивление, когда, вскрыв магнитофон, я там ничего не обнаружил. Оказалось, что с завода в музей передали муляж. Потом подняли документы, которые, собственно, это и подтвердили. Но я до сих пор не могу понять, зачем завод решил так сэкономить, передав в музей муляж. В целом же, магнитофон получился довольно неплохой, как по звучанию, так и в удобстве использования. Со временем от прикосновения к ручкам управления стирались надписи вокруг них. Помимо этого, лак, нанесенный на декоративные панели поверх надписей, со временем деградировал, отслаивался и желтел, и вид становился совсем непрезентабельным. Я, можно сказать, и не видел их в идеальном состоянии. Здравствуй, друг мой милый Иза, что не пишешь мне письма. Я тебе писал давно, но ответа не пришло. Я живу на прежнем месте, я работаю в главтресте, ассенизатор я теперь, это должность всех главнее. Экономика сейчас захлестнула всех подряд. Вот мочу сдавать велят, там сахар есть, говорят. Калций серный все качают, на переработку отправляют. Ценных много в нем веществ, мне их всех не перечесть. Чтобы лучше нам жилося и покрепче всем спалося, уже травку нам велят, дескать, то целебный клад. Экономика сейчас захлестнула всех подряд. Вот без света мы сидим, небо свечками коптим. А если в кране нет воды, невиновный в том живи. Чтоб умыться лишний раз, мы набираем про запас. Летчик мне один с Ташкента рассказал мне откровенно, чтоб заправить самолет, на пузырь давай вперед. А в автобазах что творят? Бензин давать им не хотят. Половина их машин ждут лимиты на бензин. А у нас в стране богатства много. Но что все для народа? Все, что раньше мог купить, сегодня стало дефицит. Фонд зарплаты экономят, получаем меньше вдвое, а платить нужно за газ, воду, свет и детский сад. На этом я писать кончаю. Большой привет Одессе, маме и всем моим большим друзьям. С уважением, Абрам.